Таиланде очень много плюсов, но также стоит поговорить о минусах. До сих пор, к сожалению, распространено мнение, что экономика Таиланда держится только за счет риса, фруктов и туристов. Это огромное заблуждение, что в Таиланде государственные, медицинские и образовательные учреждения находятся на низком уровне. Это далеко не так. Здесь есть все, просто на любой кошелек. Всем привет! На связи команда Loyang Green Park, и в прошлом видео мы обещали вам рассказать об инвестициях в недвижимость в Таиланде и в мире, но решили, что начинать правильнее с экономики Таиланда в целом. Всего за 20 лет страна превратилась из аграрной в индустриальную. Сегодня вы узнаете, на чем строится ВВП Таиланда, какую роль играет туризм и что еще обеспечивает гармоничное развитие страны. Поэтому сегодня поговорим о цифрах не скучно. Поехали! До сих пор, к сожалению, распространено мнение, что экономика Таиланда держится только за счет риса, фруктов и туристов. На самом деле, с середины прошлого века экономическая ситуация в стране начала меняться кардинально. Повышение уровня жизни и технологический прогресс в 60-х годах способствовали развитию туризма во всем мире и, конечно же, в Таиланде. В это время в стране начали появляться первые отели и начала развиваться туристическая инфраструктура. С 70-х годов 20 века роль сельского хозяйства сокращается и одновременно растет промышленность, особенно обрабатывающие отрасли энергетика и строительство. Например, к 1991 году доля промышленности в ВВП Таиланда уже составляла более четверти. Сегодня Таиланд – это активно развивающаяся страна с высокими темпами роста. Экономика Таиланда сбалансирована, страна не зависит только от промышленности или только от туризма. Это позволяет ей оставаться устойчивой в кризисные времена. Поэтому в Таиланде инфляция минимальна, и тайский бат на протяжении последних 10 лет относительно стабилен. В Таиланде добывается более 40 видов полезных ископаемых, а также функционируют заводы мировых гигантов, таких как Samsung, Electrolux, Nikon, Sony, Canon. Также здесь собираются японские, американские, европейские автомобили и комплектующие к ним. Думаю, каждый найдет среди своих вещей что-то, произведенное в Таиланде. Согласно данным Всемирного банка, Таиланд занимает 22 место в мире по объему ВВП и 13 место по объему экспорта электротехники. И, конечно же, Таиланд является крупнейшим экспортером риса, каучука и морепродуктов. И, конечно, вслед за развитием экономики растет и уровень жизни населения. Ежегодно аналитическое агентство Bloomberg составляет рейтинг экономически счастливых и несчастных стран. Основан он на показателях безработицы и инфляции. Это логично. Если население трудоустроено, а рост потребительских цен минимален, грубо говоря, экономика счастлива. Таиланд на протяжении последних 5 лет признан обладателем самой счастливой экономики. Уровень безработицы и уровень инфляции из года в год стабилен, что благоприятно как и для населения, так и для инвестиций в страну. Но не только экономические показатели влияют на качество жизни населения. Поговорим о медицине и образовании в Таиланде. К примеру, вы знали о том, что Таиланд является лидером в Азии по медицинскому туризму с 2000-х годов и занимает ведущие позиции на мировом рынке? Государству удалось внедрить доступную систему здравоохранения, которая позитивно повлияла на поддержку здоровья населения. Согласно рейтингу SEO World, Таиланд занял 6-е место в мире среди систем здравоохранения. Большинство больниц в Таиланде находятся в ведомстве Министерства здравоохранения, а всеобщая система страхования охватывает примерно 3/4 населения. Это в основном относится к местным жителям и к иностранцам, которые здесь работают. В Таиланде есть огромный выбор медицинских учреждений. Это как раз государственные, в которых обслуживаются местные жители по государственной страховке, и есть частные клиники. Это, например, группа клиник Bangkok Hospital, в которых уровень медицинского обслуживания и техники значительно выше, и ценник, конечно, тоже выше. Если в государственной клинике прием начинается от 500 бат, то в Bangkok Hospital прием вам обойдется от 1500 бат и выше. То же самое можно сказать и об образовании. В Таиланде есть государственные школы, где дети обучаются на тайском языке по тайской программе, в целом, как и у нас в России, а есть также огромный выбор интернациональных учебных заведений, которые в основном базируются на кембриджской системе образования.
После них ваш ребенок может поступить в вузы США и Великобритании. И здесь, конечно, цены тоже очень разнятся. За год обучения можно отдать $2000, а можно и $25 000. И, кстати, отдать ребенка учиться в интернациональную школу – это отличный способ прилететь в Таиланд. Вы онлайн подаете документы в школу, оплачиваете, ребенку делают учебную визу, вы делаете себе опекунскую визу, прилетаете в Таиланд и живете все это время, пока ваш ребенок обучается в школе. В целом, это огромное заблуждение, что в Таиланде государственные медицинские и образовательные учреждения находятся на низком уровне. Это далеко не так. Здесь есть все, просто на любой кошелек. Мне кажется, в целом, как и в любой другой стране. В Таиланде очень много плюсов, но также стоит поговорить о минусах. Например, основной минус Таиланда – это общественный транспорт, а точнее его отсутствие. У нас очень много автомобилей, бесчетное количество мопедов. Поэтому сейчас правительство мотивирует людей использовать больше общественный транспорт. Например, в Бангкоке запустили лодки, которые работают на солнечных батареях. И на них очень приятно путешествовать, потому что они дешевые, очень много станций, и главное, что они экологичные, и они не шумные. Также правительство повышает налоги на автомобили, тем самым мотивируя людей больше использовать метро и общественный транспорт. Вторая проблема – это загрязнение воздуха. Это происходит потому, что на севере в Чанмае собирают очень много урожая, и отходы от урожая местное население просто сжигает, тем самым не создавая экологическую катастрофу по всему Таиланду, потому что смог накрывает центральную часть, где Бангкок, и даже доходит до самого юга, до Пхукета. У правительства Таиланда уже есть прописанная программа, она называется «Таиланд 4.0». Основные секторы, на которых будет сделан упор, это аграрный сектор, легкая промышленность, тяжелая промышленность и также IT-сектор. IT-сектор будет составлять примерно 4% от ВВП Таиланда в будущем. В будущем Таиланд хочет войти в топ-50 стран, самых комфортных для проживания. Более того, правительство Таиланда хочет, чтобы тайские университеты вошли в топ-20 лучших университетов мира. Мы уверены, что у Таиланда есть абсолютно все преимущества, и более того, чтобы вы сами почитали всю информацию и именно прописанные планы правительства, мы прикрепим документ внизу, ссылка будет в описании. А вообще самое главное, чтобы тайцы не переставали улыбаться. Таиланд все больше привлекает к себе не просто туристов, но и тех, кто видит здесь перспективы. Инвесторы уже не первый год покупают недвижимость в Таиланде или вкладываются в ее строительство, в частности на Пхукете. И это не только из-за стабильности экономики. Если проанализировать рост цен на недвижимость за последние 10 лет, то можно увидеть, что цены суммарно выросли на 53%. Даже ситуация с COVID-19 не вызвала снижения цен на недвижимость, в том числе курортную. Этот сектор развивается с каждым годом. Строится все больше отелей, вилл и все больше возможностей не просто иметь жилье, но и получать гарантированный доход. Большинство застройщиков на Пхукете предлагает гарантированный доход. Лаян Грин Парк представляет сразу несколько программ дохода. О том, что это за программы, мы расскажем в следующем видео. Наиболее привлекательные города для инвестирования в недвижимость в Таиланде – это цены на недвижимость. Возьмем примерно одинаковую квартиру. Это будет новое жилье до 40 квадратных метров в хорошей локации. Например, И третье, наша управляющая компания будет сдавать вашу недвижимость в аренду, и вы будете получать ежегодный пассивный доход. Подписывайтесь на наш канал и расскажите в комментариях, какие еще факты вы знаете о Таиланде.